Привет, мои дорогие люди. Это видео для вас. Каждый себя узнает, каждый поймет свой именно элемент. А этот элемент может быть разбросан, как звезды на небе, а потом сложите вместе в свою картинку будущего мира. А тема такая: счастливый поворот судьбы, которого вам не избежать. Можно сказать, даже резкий поворот судьбы. Но резкий в понятии, что судьба выровняется, она выправится. Как выправится ваша судьба? Как судьба хочет повернуть? Нам главное успеть вместе с судьбой поворачивать, потому что часто так бывает, судьба поворачивает, а мы остаемся сзади. И потому что был поворот, нам кажется, что тупик. Потому что мы смотрим вперед, а на самом деле уже дорога извилистая, как в лесу. Как в прекрасном летнем лесу или зимнем, неважно. Как хорошо в лесу. Как извивается дорожка жизни. Это ангелы изобилия. Я когда медитировала на то, какие карты взять для этого видео, резкий поворот судьбы, которого вам не избежать. И мне вышли в медитации эти карты, потому что здесь именно о том, что ангелы изобилия дадут. Ангелы изобилия – это такие духовные силы, светлые силы Творца, которые очень резкие, во-первых, очень такие, они как феи, да, летят. Но ангелы изобилия, они, знаете, они не терпят промедления, прокрастинации. Они говорят так: хочешь изобилия, получи здесь и сейчас. Уже вышла карта первая. И смотрите, я буду брать одну карту за другой, и те карты, которые вы почувствуете, вам подходят, вы составляете в свою картинку мира. Смотрите все видео от начала до конца, и вы четко узнаете, где будет именно вас касаться. На карте написано, что сейчас вы принимаете изобилие, и это изобилие делает вас счастливой. Сейчас это, как сказать, вот it's okay, то есть это нормально принимать помощь от других. Сейчас вам хотят помочь высшие силы, может быть, люди какие-то даже. Люди, которых послал Творец. И написано «It's safe for you to receive». То есть, вы знаете, иногда мы только даем, особенно мы, девочки, мы привыкли давать жизнь, да, детям и давать многое нашим мужчинам. Но это время принимать, время принимать. И еще на карте написано, что вам нужно позволить себе принимать, позволить себе, дать себе разрешение принимать счастье. Как часто мы зажимаемся, и поэтому как бы хотим хорошо, но зажимаемся, и это хорошо не знает, как войти. Написано: The more you allow yourself to receive, the more resources you have available to share with others. То есть, чем больше мы позволяем принять, тем больше у нас ресурса. То есть обмен энергией происходит. И мы получаем и даем, получаем, отдаем, отдаем любимым людям, вообще миру свой талант, свою профессию. Вы будете зарабатывать, во-первых, по этой карте. А второе, что ваша жизнь изменится к лучшую сторону. И вы даже не знаете, как это все быстро произойдет, вы даже не заметите. А еще эта карта говорит, что вы получите то, чего давно хотели. Это, как знаете, как Дед Мороз, который весь год раздает подарки. Вы получите то, чего давно хотели. А сейчас подумайте то, чего вы давно очень сильно хотели и никак не получалось. А теперь вы получите то, что хотели. Следующая карта. Здесь написано, что вы входите в свою силу и теряете, что вы теряете, да? Интересно. Вы теряете страх бедности. Высшие силы говорят, если ты хочешь получить изобилие, особенно в профессии, здесь денег касается, нужно что-то потерять. И потерять то, что не нужно вам больше. А знаете, что вам не нужно? Страх бедности. Это не ваш страх, это унаследованный страх. Что не хватит там. Унаследованный и полученный в детстве. Когда вам мама говорила, оставит она потом, оставит она там папе или еще кому-то. В моем случае, оставь, это не для тебя, кто-то такая, да. Но я вам просто пример привожу свой, чтобы как-то сказать, что у нас у всех свои проблемы. Нет людей, у которых все идеально хорошо. Но
Если мы стремимся к хорошему, это хорошее по волшебству случается. То есть по этой карте, сейчас я возьму, вот она у меня уже вытащилась, по этой карте нужно вам сказать себе: я никогда не буду больше бояться, что не будет куска хлеба на столе. Всегда будет еда. Я не боюсь бедности, и бедности больше никогда не будет. Написано: делай работу. Ничего не бойся и делай работу. Помните, как в «Бриллиантовой руке»? Косят зайцы траву, им страшно, потому что там может быть любой predator, любой хищник. Да, в мире полно хищников. В мире полно людей, которые не играют по законам бизнеса правильно, не играют правильно по законам соревнования, то есть как это называется, конкуренции. Конкуренция – это сотрудничество. Но есть люди, преступники, это больные на всю голову люди, но их боятся в лес не ходить. Вот бояться этих всех людей – это что, нам спрятаться, что ли? Вот понимаете, делайте работу, ничего не бойтесь. Это как этот случай, я уже рассказывала как-то, что пошли две женщины в лес. Одна пошла в лес собирать ягоды, а другая пошла в лес тоже за ягодами, ее подружка. Но она имела страх, вот видите, вот это «ничего не бойся», это о ней. Может быть, кого-то из нас коснется, чтобы помочь карты, да? Вот, и она так боялась, что там будет медведь. А я знаю, я видела медведей много раз в природе. Идешь на прогулку, узкая тропинка, и он идет тебе навстречу. Куда деваться? Разворачиваешься спокойно, идешь в другую сторону, находишь где-то какую-то тропинку, чтобы свернуть и дать ему проход, потому что он сильнее тебя. Но при этом главное дышать. Я была в таких ситуациях и не раз. Ну, черные медведи, не бурые, конечно, не дай бог, черные медведи. Но они тоже могут быть агрессивные, если их разозлить. Да, так вот, одна женщина, она была уверена, что она найдет много ягод. Может быть, за малиной лесной или же за ежевикой. Другая же была уверена, что там полно медведей и что обязательно будет конфликт с медведем. Так и случилось. Так и случилось. Но это я в другом видео об этом рассказываю подробно. Сейчас вам просто говорю, что волков боятся в лес не ходить. Вот именно этот расклад из 3 карт уже об этом. Делайте работу, ничего не бойтесь, и у вас будет шикарный результат. Шикарный результат. Так немножко солнце забивает. У меня такое золотое лицо. Вы же простите. Но важно, чтобы с нами поговорить с вами, правда же? Ну и, конечно, когда от лица к лицу, это наверное, приятнее. Successful funding. Смотрите, вот это о том, о чем многие сейчас сетуют. Я слышу, когда я говорю: делайте что-то маленькое, вяжите носочки, продавайте их на TikTok, или же на Instagram, или на YouTube. А здесь написано успешные деньги. Funding – это resources. Это, как говорится, funding – это, скорее всего, по-русски называется тендер. Да, вот тендер, я слышала такое слово. Funding. Если, девочки, я не права, напишите мне, я не экономист никакой, да, но хочу сказать, что вам ничего не нужно теперь. Вам не нужен стартовый капитал теперь. У вас успех. Знаете, что ваш тендер кто? Это ваши ручки золотые, это ваша головушка золотая, это ваше хорошее настроение, это ваше желание что-то хорошее сделать людям. Вот это ваш успешный фандинг. Это все, что вам нужно. Это принесет успех. А вы что думали? Такая вещь. Так, дальше смотрим. Итак, дальше смотрим. Резкий поворот судьбы, которого вам не избежать. Ну, давайте я эту карту протрактую, а потом все вместе подытожу. Да? Называется она «Вы заслужили». You deserve it. Вы заслужили. Вы заслужили быть богатой, успешной, красивой, молодой в любом возрасте. Вы заслужили это. Вы заслужили счастье. Вы заслужили благополучие. Вы заслужили прекрасных отношений с партнером. Вы заслужили это, потому что вы работали над этим долго и упорно. Какой резкий поворот возьмет судьба, о котором вы даже не предполагаете? В том, что до сих пор вы думали, что вы не заслужили, что как-то судьба к вам не благоволит, как-то высшие силы не слышат вас. Ведь было такое, вот признайтесь, да? Признайтесь, что есть такое.
А здесь написано, что это неправда. Высшие силы всегда слушали вас. И всегда хотели вам помочь, всегда волновались, когда вы плакали, вам было больно и плохо. Высшие силы как бы жалели вас, может, даже гладили по голове. И вот я иногда ощущаю ангела у себя, как плечи мне, когда плечи поднимаются, когда я, например, устаю, я чувствую, как высшие силы послали ангелов, которые положили мне свои руки на плечи. Вот почувствуйте, вы сейчас это тоже можете почувствовать, это очень легко почувствовать. Вы заслужили. Вы заслужили тем, что вы старались, что вы честный, порядочный человек. И хотите людям приносить пользу. Поэтому резкий поворот будет в сторону того, что вы заслужили. I deserve it. Это не только я заслужила, это по праву, что ли, рождения. По праву рождения. Birthright. По праву рождения вы заслужили это. Резкий поворот в сторону удачи. И резкий поворот, знаете, вот эта карта говорит, что резкий поворот будет, что вы больше не будете бояться. Понимаете, когда мы что-то покупаем, это так. Первое, нам хочется этого. Второе, мы смотрим, выгодно-невыгодно, какая цена. Поэтому все распродажи, они на этом работают. Да? Хочется, какая цена. И, конечно, деньги – это энергия. И нам страшно тратить деньги, потому что мы боимся, что завтра не будет куска хлеба на столе. И какой резкий будет поворот судьбы? В том плане, что вы больше не будете бояться, что у вас больше не будет чего-то, что у вас будет недостача. Вы больше этого не будете бояться. И написано «делай работу». Я знаю, что вы делали работу до сих пор, я уверена в этом. Но теперь это будет новое ощущение, потому что вы будете идти, вот судьба поворачивает, делает резкий поворот. Да? Такие ангелы изобилия, они резкие, они не терпят промедления, потому что хороша ложка к обеду, и это знают ангелы изобилия. Когда есть идея, делайте. И successful findings – это ваши фишки, ваши таланты. А это за деньги не купишь, не продашь, никто не может украсть ваши таланты. Никогда. Знаете, как в этой сказке про султана, как же называется она? Это сказка Пушкина. Сказка Пушкина, там, где была царевна, нет, не лягушка, нет, царевна, там, где родила царица в ночь, там не то сына, не то дочь, вот эта вот сказка. И там она по своим талантам жила. Это царевна-лебедь, вот, царевна-лебедь. Она по талантам жила. Это не то, что у нее было больше талантов, чем у других, нет. Она жила по своим талантам, вот как вот эта карта говорит. Я почему-то вспомнила эту сказку, но не почему-то, это, естественно, мне приходит это из Вселенной. И почему она жила по талантам, и у нее получалось волшебство? Она вот одной рукой скинет там прекрасные березовые рощи, не помню там точно, но это не обязательно, у меня такое ощущение от этой сказки. Другой рукой скинет, там у нее реки, моря. В общем, это намек, Пушкин был эзотериком, это намек на то, что это золото, это что-то не купишь за деньги, когда-то можно все наслаждаться этим всем, да. Вот. Она наслаждалась этим, у нее получалось, потому что она свои таланты применяла. Но были другие люди, это неправильные конкуренты, они от вас отойдут. Это те, которые завидовали ей на ее таланты, хотели за ней повторить то, что она делает. И у них что получалось? Они вот это тоже в кости повкладывали в рукава, метнули рукой, кости рассыпались. И как бы нам навязанное из детства мнение об этой сказке. Но вот смотри, царевна-лебедь, она хорошая, а эти плохие. В чем они плохие? Неправильные конкуренты, больные люди на всю голову, которые боятся проявляться сами. Может быть, неправильные конкуренты в любви. Может быть, у вас есть женщина-завистница, а может быть, неправильные конкуренты в карьере. Потому что этим людям тоже высшие силы дали свои фишки. Но они вместо того, чтобы украшать собой этот мир и свои фишки использовать для жизни, они повторили за ней. И что у них получилось? Ерунда. Вообще ничего не получилось. Потому что это не их фишки, это не... что такое фишки? Это не их особенности, да? Как бы весь мир, он... не высовывайся, будь такая, как все. А на самом деле интересно же разные люди, да? Разные таланты. И
Ваш талант, если он еще не востребован, например, в профессии, вы еще не богаты, вы проявляете его. Никто не может сделать вашу фишку. Но знаете, что самое трудное здесь? Здесь сейчас вам скажу. Это кажется легко. На самом деле это и легко, и трудно. В чем заключается трудность? В том, чтобы найти самому себя для себя. Это очень трудно. Найти свой путь и найти в себе то, что оригинальное, что именно вашим является. Потому что мы привыкли искать в себе то, что другим понравится, что общее для всех. Вот такая всякая ерунда. С детства нас приучили к этому. Птички запели, значит, я правду сказала. Итак, резкий поворот судьбы, которого вам не избежать. Что такой интересный расклад получается, на мой взгляд. Окей, смотрите, вы сейчас слушаете меня, и вот эта карта вышла. Она отражает ваши ощущения. А ощущение такое. О чем она говорит? Мне бы хотя бы концы с концами свести, да? Если это ваш вопрос, вот ответ. У вас не будет больше бедности, и не нужно думать о себе, как мне бы концы с концами свести. Не думайте так о себе. Это ущербное отношение к себе, понимаете? Абсолютно. Итак, резкий поворот судьбы. Вот такой резкий поворот судьбы. Вы больше не будете думать о концах с концами. Вы будете думать о расширении своего космоса. И тогда вы будете делать так, как на самом деле запрограммировал для нас, для всех Творец. Потому что космос до сих пор расширяется. Если мы останемся сзади, мы останемся сзади. Вот и все. Резко расширяется. В сторону чего? Улучшения. Вот резкий какой поворот судьбы. Написано, что это природа, которая дает подарки бесконечные. Bountiful nature – это изобилие природы. Безграничное изобилие природы. Просто нужно поливать каждый день. А вы скажете, да я поливала 10 лет и не взошло. Взошло что-то, но, может, вы должны немножко подкорректировать свой бизнес-план, подкорректировать, может, свои домашние устои, подкорректировать свои траты, расходы, подкорректировать свой режим дня, свое отношение к себе. Подкорректируйте это. Видите, здесь ангел поливает цветочки. Подкорректируйте. Может быть, дорога резко повернула, а вы остались сзади. От того, что вы делаете все как бы так, как делали 10 лет назад. И едите, например, то, как я, например. Я свой пример приведу. Потому что, для примера, вот я люблю там хлеб с маслом и с медом. Ну, уже не полезно для моего организма это, но я все равно это ем каждый день. Подкорректировать нужно. Вот я так немножко как пример привела. Partnership. Партнерство. Резкий поворот судьбы, которого вам не избежать. Уже вот здесь это такая, можно сказать, богиня, что ли. Богиня, хроника Акаши, запись судьбы. И там с вашими ангелами-хранителями сейчас судьба переписывается, и написано партнерство. Теперь в вашу жизнь входит человек, с которым вы будете счастливы. Или тот, с которым вы сейчас есть, меняется в лучшую сторону. Потому что партнерство – это не только для любви, это тоже, партнерство, во-первых, это обязательно все ваши семейные люди, это даже соседи, это продавец в магазине, который вам взвешивает каждый день масло, например, да, если до сих пор у вас его взвешивают, как у нас когда-то взвешивали масло, теперь уже этого не делают. Мне всегда так нравилось, мне всегда так нравилось, когда брали у нас ниткой тогда, я из Советского Союза, кто не знает, а сейчас живу в медвежьей стране. Но весь мир для нас жить там, где хотите, да, если пожелаете. Повезло тем, кто живет там, где родился. Конечно, повезло, если у вас так сложилась жизнь, что вы там, где родились. Это самое, наверное, сладкое. И, может быть, вы, как я, вспоминаем, как масло мазали такой ниткой его резали. Я всегда смотрела с таким восторгом на это все. Мне, наверное, хотелось быть продавцом масла. Нельзя ж только масло продавать, да? Так что продавцом я не стала. Не знаю, кем мне хотелось быть. Мне никем не хотелось быть, наверное, потому что меня так в детстве сильно зажимали в одном направлении, в котором талантов совершенно не было. Так что я вам говорю, что раскрывайте свои таланты в любом возрасте. Есть такая
японская художница, которая начала рисовать, когда на пенсию вышла. И сейчас ей 95 лет, и она самая знаменитая художница Японии. Забыла ее имя. Нужно будет, наверное, под Google, чтобы опять имя вспомнить, вам рассказывать. Это как бы inspiring, это для нас, для всех пример. Здесь, я еще напомню, резко повернет судьба в сторону партнерства. Это значит, ваш мужчина, или если вы женщина, наоборот, или ваш любимый человек начнет вас понимать, и это будет честное, благородное партнерство. Вот. Написано «Have courage to ask for and accept help». Вот здесь на этой карте написано, что иногда мы стесняемся упасть лицом в грязь, что как это так, я этого не знаю, да, или вот как блогер, я транспарантный человек, то есть у меня прозрачность есть, я себе, говорю, да, как примеры привожу. Не то, что этому хочу себе рассказать, как пример, когда ложка хороша к обеду, чтобы вы лучше поняли карту. Вот. И здесь написано, что, знаете, когда я себе рассказываю вам, я чувствую, как я друзьями излила душу. Поэтому не стесняйтесь рассказать о себе в комментариях вот по этой карте. Потому что, во-первых, я все читаю и всегда молюсь за вас, прошу Всевышнего помощи вам. А во-вторых, вы изливаете душу, а значит, вам будет лучше. Потому что это safe place for you. Этот канал мой и вообще моя работа на YouTube – это надежное место для вас, чтобы себя искать, чтобы успеть со своими такими резкими поворотами судьбы. Но это, знаете, как на крыльях вот эти ангелы изобилия летают. Я вот их сейчас здесь вижу. Они летают так. Они вокруг меня летают. И оттуда я беру эти слова, которые я вам говорю, потому что знаю, что эти слова вам нужно услышать. Employment change. Как резко повернется судьба. Вот сначала была первая карта. Я очень четко чувствую, что это очень многих будет касаться. И это подтверждение первой карты. Написано изменения в профессии, изменения в карьере. Вас ожидает более интересная, чем сейчас у вас есть карьера. Или же та карьера, которая у вас есть, она возьмет новый поворот, резкий поворот, и это будет очень интересно. Давайте я вам прочту, это очень важно, потому что чувствую, что в этом раскладе много об этом. Карьера, деньги, изобилие и тоже партнерство в любви, вот это вся красота. Написано: Your career path is leading you in a higher direction. Higher direction, то есть выше. Вы подниметесь выше по карьерной лестнице. With positive changes to support your dreams. Я стараюсь читать быстро, потому что я знаю, есть нетерпеливые люди, которые не очень-то относятся хорошо к иностранным языкам. Девочки, это реальность. Посмотрите, на просторах бывшего Советского Союза, как популярен YouTube. Но это же платформа интернациональная. Поэтому знаете, что вообще мне вчера кто-то написал, что английский трудно. Самый простой язык – это английский. Кто-то написал, грамма трудно. А зачем вам грамма? Вам научиться разговаривать нужно. Итак, anyways, читаю. У вас будут позитивные перемены, и ваша карьера пойдет вот туда, в гору. Вы будете лучше всех других. И еще, что приоритеты, priorities, passions, то есть страсть ваша вот к делу появится, или появится дело, к которому у вас есть страсть, и life purpose, то есть ваше жизненное предназначение вы будете реализовать через профессию. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. Ага. Эти перемены помогут вам отпустить старое представление, что такое работа. Да? Работа – это теперь не нагрузка. Каждый работает в той области, которую он любит. Да? И вы так будете тоже. Это большое счастье, когда так получается. И отпустите старое и welcome new, то есть приветствуйте новый стиль работы, может, новое отношение к работе. У меня была такая ситуация, 2 слова только о себе. Я работала, у меня был босс, а у нее ментальная болезнь была, очень тяжелая. Но, к сожалению, в церкви это покрывается. Вы знаете, католическая церковь даже еще хуже, чем это покрывала. И мне пришлось, я работала под ее руководством более 15 лет, мне пришлось приспособиться. Мне нужно было уйти, но знаете, как мы все. Тем более, что у меня работа была связана с творчеством, а я любила это делать. Anyways, я не буду в 2 словах, только скажу, что можно изменить свое отношение. И
я поменяла свое отношение к этому, и я сумела выдержать это. Хоть сейчас я считаю, что мне не нужно было выдерживать ее. Не нужно было. Судя по моему опыту, я говорю, можно изменить свое отношение к работе, если вам нужно ходить на эту работу. Может, вы себе вбили в голову, как я помню о себе, если я вбила в голову, что мне нужно ходить на эту работу, вот и все. Или же вас заставляют какие-то финансовые проблемы, да, а я себе просто вбила в голову это. Вот, и написано, что взгляните на ту работу, которую вы делаете по-новому, и вам будет проще ее выдержать. Либо же знаете, что для вас есть перспектива получить в миллион раз лучше работу. Не держитесь за то, что очень токсично. Но вот если вы не можете изменить свое отношение к этой работе, очень токсично, знайте, что у вас будет employment change, то есть перемены в карьере. Перемены employment – это там, где вас наняли на работу, да, вы, может, будете на другом предприятии работать. Но партнершип тоже этого касается. Новые будут коллеги, новый босс. Но вообще партнершип касается тоже любви, конечно, да, отношений в семье. Dreams of abundance. О чем вы мечтали, здесь можно сказать. Какой резко будет поворот судьбы. Сейчас я чувствую, опять эти ангелы начали летать вокруг меня. Резкий поворот заключается в том, что есть такая красивая карта. Ангелы действительно написано Your angels, они летают. Они летают, вот так оно и есть. Все заключается в том, что ваша мечта начнет исполняться. Вот такой резкий поворот. В чем ваша мечта? Скажите себе. Написано тоже во время сна. Во время сна. Может быть, ваш предок, бабушка или мама, если она живая, дай Бог здоровья. Но если уже нет ее, она во сне может прийти. Вот ко мне было такое, да. У меня тоже такое было. Pay yourself first. Себе вначале заплатите, а потом другим. А мы как? Если вы на предприятии, конечно, там вам платятся какие-то крохи, да. А в основном тот, кто владеет предприятием, он все эти деньги инвестирует в свой бизнес. Поэтому я говорю, что маленькое какое-то предприятие свое нужно иметь, где у вас нет ни начальников, ни партнеров. Это самое лучшее. Но здесь написано pay yourself first. Это даже если вы вот на предприятии зарабатываете, да, что-то. Эта карта говорит, сколько бы вы ни зарабатывали, это не важно. Важно, посмотрите на эти деньги и скажите, это моя энергия. Я хочу получить энергию назад. Дает ли моя работа или же эти отношения с этим человеком мне что-то? Мне обязательно нужно что-то получать. Потому что даже любовь, партнерство, это вот как Венера отвечает и за деньги, и за любовь. Это всегда правильные отношения. Немножко взять, немножко дать, получить и поделиться, да? Так что эта карта может означать то, что, видите, какой персиковый цвет. Заплати вначале себе. Спроси у себя, хочу ли я быть с этим мужчиной, например, в отношениях до сих пор. В кайф ли мне это? Thank you very much. Мне почта пришла. Уже люди знают, что я здесь блогер, что я здесь делаю для вас прогнозы и так далее. Thank you. Вот. И что еще хочу сказать? Понимаете, это такая вещь, это очень тонкая вещь, когда партнерство есть. С партнером нужно разговаривать. Вот эта карта говорит, что если у вас проблемы с партнером, какой-то конфликт, или вы не можете договориться, или вы друг друга не поняли в чем-то. Я уже 100 раз говорила, что когда вы разговариваете с партнером или взаимодействуете с ним, за вашей спиной стоит ваш род и шепчет вам, что вам сказать, как вам среагировать на те или другие слова. Нельзя реагировать, а с его стороны стоит его род. И получается не взаимодействие, а реакция. С его стороны это вот целый полк, как на войне. Полк его родни ему советы дает. Но он этого не знает, это все подсознательно. С вашей стороны полк вашей родни советы вам дает. И тоже это подсознательно. И тогда вы у себя спрашиваете, что такое? Почему? Почему эти советы я получаю вдруг от людей, которые жили до меня? Раньше все по-другому было, и отношения между мужчиной и женщиной были другие, да?
Здесь написано pay yourself first. Это только ты с ним говоришь, не твоя родня. Мощно. Какой резкий поворот возьмет судьба, а вы еще об этом не знаете. Savings. Эта карта говорит, что ангел-хранитель сейчас вам говорит, что у вас будет много денег, отложенных на что-то приятное. Там дом, квартиру купить или еще что-то большое. У вас будут savings или же отложенные деньги. Может быть, это наследство, может быть, это какие-то дивиденды, может быть, это вложения какие-то финансовые, или же вы продадите удачно дом, но у вас будут деньги, много денег. Дальше смотрим. Какой резкий поворот возьмет судьба, изменит вашу жизнь к лучшему, и вам от этого никак не уйти. Release jealousy. Может быть, у вас есть кто-то, кто вам завидует. Jealousy – это зависть. Если кто-то есть, кто вам завидует, эта карта говорит, что этот человек просто отстанет от вас. Потому что, во-первых, поймет, что нельзя завидовать. Какой смысл? Он повзрослеет, наверное. Или если вы завидуете, вы тоже перестанете завидовать, потому что это в зависти очень низкая энергетика. Это энергетика, которая точит нервную систему, и она мешает жить. Это энергетика темная. В каком смысле? Что она забирает жизнь. Она просто забирает жизнь. Завидовать невозможно. Можно было бы завидовать, если бы было хотя бы 2 человека на этой планете Земля, которые имели бы equal opportunities, которые имели бы одинаковые возможности. Даже если это близнецы-братья или сестры. У них в любом случае разные возможности, потому что они по-другому наследовали родовые вещи. Все равно в любом случае родители по-другому чуть-чуть будут к ним относиться. И тоже они, как дети, по-другому адаптировали этот мир, восприняли, как в нем выживать, да. А значит, что во взрослом возрасте эти 2 человека, они будут по-разному жить, по-разному будет складываться у них судьба, и они не могут друг другу завидовать, потому что у них, они видят мир, все видят мир субъективно. Даже эти близнецы, братья или сестры, они видят мир по-разному. А раз мы видим мир по-разному, мы берем из него разное. По этой причине зависть – это вообще нереально, это невозможно. Невозможно. И, во-первых, если кто-то желает вашего, тогда он будет вашу жизнь проживать. А в это время, пока он будет вашу жизнь проживать, будет в ваших одежках ходить по вашим улицам, кто будет его жизнь проживать? То есть, во-первых, это невозможно. Он не может вашу жизнь прожить. Это просто невозможно. Может, у него такой нереальный мир возникнет, да? Но кто его тогда жизнь проживет? Вот это самое страшное, когда мы проживаем не свою жизнь, не по своей дорожке идем, а вы должны свернуть на свою дорогу. Резкий перемен в судьбе, которого вам не избежать. Вам не избежать идти по своей дороге. Иначе кто пойдет по вашей дороге жизни? Давайте возьмем еще совет. Так, face your financial fears. Опять то же самое. Проблема, кстати, проблема всегда финансовая. Если ссорятся 2, очень часто кажется, это любовь, постель и так далее. Это все связано всегда с финансами. Всегда финансы играют роль. Всегда. Потому что кто-то чувствует себя обиженным, кто-то чувствует себя использованным, кто-то чувствует себя, как бы он имеет право на что-то, пользоваться другими и так далее, манипулировать. Финансовые зажимы в голове, они родовые, я уже не раз говорила, у нас у всех есть родовые люди, которые были успешные и неуспешные. Эти, которые были неуспешны, как сущности, как подселенцы, нам диктуют в голове, там не трать на себя, там экономь, что будет завтра, сможешь ли ты жить, когда будешь уже в престарелом возрасте, хватит ли тебе на жизнь, вообще об этом не думайте, конечно, хватит на все. Но я верю высшим силам, вам не избежать этого. Вам не избежать, наконец, избавиться от этого страха, от этого зажима, постоянно финансового зажима. Вам не избежать, попробуйте отпустить этот страх бедности. Посмотрите, что получится. Почему нет? Attracting, not chasing.
Но это главный закон изобилия. И вы знаете, главный закон изобилия заключается в том, что если мы за чем-то гонимся, оно от нас убегает. Мы знаем, за мужчиной мы гонимся, эта карта говорит. Хотим ему понравиться, и он от нас убегает. Но когда мы говорим, давай иди сюда, то есть мы не гонимся, мы его привлекаем. Аттрактировать – это привлекать. Attracting, not chasing. Chase – это гнаться за чем-то, да? Когда мы гонимся за модой, но ее догнать нельзя. И она глупая, она все равно по кругу идет. Вот так. Гонимся за мужчиной, это у нас у всех есть. Гонимся за признанием, гонимся за популярностью. Популярность убегает. Почему? Потому что пока мы гонимся, мы не кайфуем. Мы устали, мы out of breath, то есть мы потеряли свое дыхание, потеряли ритм своей жизни. Что такое дыхание? Ритм жизни. Мы гонимся, гонимся и гонимся. И эта карта говорит, что какой поворот, резкий поворот судьбы возьмет? Вы больше гнаться не будете. Вы будете просто привлекать в свою жизнь того человека, которого вы хотите. Понимаете, там такая вещь. Гонимся за мужчиной, который нам кажется, но это опять мы его не видим, каким он есть. Нам зрение замутненное, да? Нам кажется, что он самый лучший мужчина. И вот мы за ним гонимся. А потом оказывается, что он подлец. И мы говорим, как он со мной так поступил. Он не мог по-другому поступить, он вообще подлец по жизни. Но пока мы за ним гнались, мы не думали. Наше сознание было замыленное вот этим, да, что нужно гнаться за ним. Нужно... я никогда не гналась, это моя, наверное, я считала всегда, что это моя проблема. Не знаю. Может быть, если я бы в детстве и в молодости считала себя, эффектной женщиной, как говорится. Может быть, я тоже гналась. Но у меня вот в молодости это было не изобилие, нет, а наоборот. Я считала себя не эффектной, все равно никто не посмотрит. Я так думала всегда. Ну, в общем, это мне и помогло тем, что я просто, за подлецами всякими не гналась. Думала, что я все равно... Есть девочки покрасивее, на которых он смотрит. Так, кстати, и было. Так всегда было. Вот, к чему я свои примеры привожу? Это нехорошо, так как я о себе говорю. Это было в молодости, это неправильно. Не гнаться там за самым красивым мальчиком, потому что ты считаешь себя обыкновенной, да, в смысле внешности. Но мне моя мать внушила, что из-за внешности forget it, ты никогда не сможешь ничего взять себе там какого-то мужчину красивого. Но все дело в том, что это не из-за изобилия. Я вот свой пример привожу, чтобы вы так не делали. Гнаться вообще ни за кем не нужно. Вам не избежать счастливых поворотов судьбы. Вам этого не избежать. А я хочу вам помочь избежать, не гнаться за теми поворотами судьбы, за которыми гонятся все, по глупости, что ли, своей, да. И я думаю, что теперь уже со своей высоты понимания, когда мне было 20 лет, эти девочки, которые считали себя красивыми, ведь это все у нас в голове. Им сказали в детстве: ты красивая, все. Или сказали: ты некрасивая. Все эти красивые девочки гнались за мальчиками популярными. Но популярные мальчики обычно были избалованные девочками, то есть они были бы плохими партнерами. Это как пить дать, да? То есть где-то вот то, что я себя считала некрасивой, мне сыграло на пользу. Но, я вам скажу одно, но сама идея этого нехорошая. Да, но действительно сыграла на пользу, но идея нехорошая. Лучше себя считать, я вам говорю, девочки, кому там сколько лет, да вообще в любом возрасте. Лучше себя считать красивой по-своему, и эти другие девочки тоже красивые по-своему. Вы поняли, да? И я не гонюсь ни за кем, не лишь только потому, что я там себя считаю хуже. Вот вам такой совет уже умудренной женщины. В любом возрасте, даже если вы старше меня, неважно. Вот, я не гонюсь за этим мальчиком или за этой карьерой. Не потому, что я считаю себя недостойной этого. Вот судя по этим картам, смотрите, сколько мы взяли с вами, целую пачку. И я сейчас вот их вместе все читаю, их каналы. Не потому, что я считаю себя недостойной или некрасивой, а я не гонюсь, потому что я не хочу гнаться ни за чем. Потому что если я гонюсь, я очарована чем-то, потом могу разочароваться. Потому что когда мы очарованы, мы видим только солнечную сторону. Но
восточная мудрость гласит, у любой горы есть солнечная и северная сторона. То есть, когда мы это догоняем, мы смотрим вокруг, да, и с другой стороны, это северная сторона, там теневая сторона, и она нам не нравится. То есть, другими словами, не очаровываемся, чтобы потом не разочаровываться. Да, есть такое выражение, это правда. Но что мы должны знать, все имеет две стороны. Но тоже мы не гонимся за этим, потому что мы знаем, что гнаться нет смысла. То, что мы pursue, то, зачем мы гонимся, а то от нас убегает еще скорее, это первое. Но это не самое главное послание. Смотрите, какая пачка карт, вот эти все карты я вам прочла. Не это главное послание, а главное послание другое. Вот слушайте, очень может быть, что то, зачем вы гонитесь, оно вам не нужно. И пока вы за ним гонитесь, вы растеряли себя, растеряли веру в себя, вы сфокусировались на другом человеке, вы не дышите, вы не наблюдаете за красотой жизни, вы не кайфуете. У вас только одна цель, как бы взять то, чего я сейчас хочу, думая, что это вам нужно. А на самом деле каждое движение вперед – это тоже движение назад к самому себе, да? И мы не забываем, что себя раскрывать на пути и не гнаться ни зачем, а кайфовать, пока идете. И да, это резкий поворот судьбы, да, это резкий поворот знать это, что прежде чем гнаться или же пока мы гонимся, каждый раз нужно себя спросить, как бы взвесить свои поступки, спросить себя, а нужно ли мне это? И никогда не стыдно остановиться, сказать, все, это не мое. Я приняла участие в этой гонке. Хорошо, я немножко погналась. Стоп, пусть они гонятся дальше, если они тоже остановятся каждое в свое время. Я остановилась, я о вас говорю, да, и сказала себе, стоп, мне уже это неинтересно, я уже за этим гнаться не хочу, я пойду по другой дороге, я попробую, потому что резкий поворот судьбы. Судьба все время дает повороты, судьба все время, вот путь дает такие развилочки маленькие. Попробуй здесь, попробуй здесь. Чем больше мы пробуем, тем лучше для нас. Чем больше мы пробуем, тем интереснее, разнообразнее наша жизнь. И вам не избежать, вот название видео, резкий счастливый поворот судьбы, которого вам не избежать. Вам не избежать, пока вы гонитесь или идете. Если вы мудрый человек, и эти карты послушали, вы как бы и не гонитесь, да. А вы аттрактируете по этому пути то, что вам в кайф, то, что хочется. Аттрактируете, это привлекаете. Говорит, иди ко мне, я тебя хочу. В смысле, звучало как-то дико, да, но я имею в виду, я это хочу. Я хочу мороженое, хочу пирожное. Хочу по этой тропинке пойти, хочу по другой. Это как в лесу. И когда в следующий раз, может быть, вы пойдете в лес для прогулки, вспомните это, и вы увидите, что между деревьями есть вот такие разные ходики, да, ходики есть, повороты. И иногда эти повороты довольно резкие, и вам нравится то или другое дерево, и вы думаете, давай сверну на эту дорожку или другую, на эту тропинку или другую. И ваше подсознание говорит, зачем туда сворачивать? Зачем туда сворачивать? Там в любом случае будет то же самое. Это вам так кажется. Но каждый раз вы пойдете по другой тропинке, вы заработаете новый опыт. Первое, это новый опыт будет. С каждым новым человеком познакомитесь просто так. Не уже с мыслью, а будет ли он моим другом, а что я могу от него взять. Или же, а может он будет моим любимым. Вот посмотрим, как он в этой ситуации. Просто смотрите. Просто знакомьтесь с людьми, с природой, с возможностями. Каждый раз знакомьтесь с новыми возможностями в карьере, в жизни. И если есть такая легкость, да, ее за деньги не купишь. Вот не купишь никак. Понимаете? Но это всем дает судьба эти повороты, всем дает судьба эти возможности гулять по лесу своей жизни. Кому запрещается? Кому-то есть такой человек, которому запрещается? Есть, конечно, те люди, которые полностью запутались. Они идут по темному лесу своей жизни, и под каждым кустом их пугает какое-то привидение, или какая-то змея, или какой-то медведь, или какой-то шакал. Да? И они боятся попасть в лапы этому шакалу. Вот и все. Какому-то дикому шакалу, да? Как у нас здесь вот появились дикие койотис. Койоти – это шакал, по-моему, да? Но у нас в городе, кто не знает, в Ванкувере водятся дикие медведи, дикие шакалы.
Хорошо, что хоть змей нет и пауков, как в Австралии. Этого у нас нет. Появились дикие шакалы, они раньше не нападали на людей. Есть такой Стэнли парк, это такой очень красивый парк. Можно его в Google, если хотите. И там вдруг появились дикие шакалы, которые вдруг начали на людей нападать. Ни с того ни с сего, раньше никогда в жизни не нападали. Почему? Непонятно, с чем это связано. Как-то родилось поколение таких шакалов. Вот и все. И теперь мы уже должны переоценить это и подумать, почему они вдруг стали нападать на людей, почему те, которые были не агрессивны, теперь стали агрессивными. Вообще койоти, на мой взгляд, это удивительно. Наверное, это не шакал. Шакал, наверное, по-другому выглядит. Койоти очень красивый. У меня однажды была встреча с койоти, я выходила из машины, к себе домой шла. Ну, моя парковка прямо на моем участке. И я открыла дверь из машины, выхожу, смотрю мне наверх, я жила на горке, такой сильной горке. Наверх поднимается, прямо на меня идет койот по-русски, да, это не шакал. И смотрит мне в глаза, это нельзя забыть. Спокойно смотрит в глаза, без агрессии, просто смотрит мне в глаза спокойно. Это было удивительно, это было так здорово. А он был очень красивый, они все такие серенькие, да, очень стройные. Вот, наверное, он мне говорил о том, смотри, какой я стройный и красивый. Вот, чтобы ты тоже можешь быть стройной и красивой. Вот сейчас такое пришло мне в голову, как его слова можно. Вот скажите в комментарии, напишите, было ли у вас когда-то в жизни, что какое-то дикое животное, не домашнее, это по-другому. Домашние животные, они к нам приспосабливаются и хотят нам угодить. А дикие животные, они нам угодить не хотят. С ними encounter, то есть с ними встречи, они судьбоносные, да? А вот когда с медведем я встретилась, у меня не было телефона, я бы записала. Ну, просто на 2 вытянутые руки он сидел и ел траву. И за ним я наблюдала вот как, вообще в течение 5 минут. И вот его послание мне было такое: I don't care, я вообще тебя не вижу. И, наверное, в это время нужно мне было слышать это. Мне нужно было услышать это, чтобы перестать какую-то практику в жизни, которая мне уже мешала жить. И, может быть, это мне было послание уйти из той работы. Я тебя не вижу. Я занимаюсь своим. Он, наверное, видел меня только вот углом своего зрения, потому что он ни разу на меня не посмотрел. Он себе ел траву и все. Всеми 4 лапами ел траву. Это было потрясающе. Ну, буквально метр, я думаю, 1,5, до 2 метров от меня. А койот смотрел прямо в глаза и говорил: я тебя вижу. Вот разные встречи с дикой природой. А как у вас, девочки и мальчики, были ли у вас встречи с дикой природой вот такие какие-то, да, интересные? Я вот открыла душу, рассказала о своих 2 встречах с дикой природой вам. Ну, в конце болталка я иногда, говорилка или же разговор с друзьями, в конце иногда это делаю, потому что мне хочется с вами побеседовать. И всегда это та энергия, которую я ловлю после откровения, которые выходили через карты. Всегда это по теме. Если кто-то думает, что не по теме, тот, наверное, человек, который просто еще, не то, что он не понял или не осознал, просто он может, его что-то блокирует, может, ему я не нравлюсь внешне или еще что-то, и что-то ему мешает услышать мои слова. Так что, а вообще по теме всегда. Люблю вас, обожаю. Медвежьи обнимашки, виртуальные поцелуи, кто не против. И мы с вами увидимся тогда, когда вы захотите опять побеседовать с близким другом, с пользой для себя провести время и вообще просто потому, что в кайф. А вообще иногда мы всегда пользу хотим для себя, но это правильно, а забываем про кайф, это самое главное. Мне всегда с вами в кайф, надеюсь, что вам с вами со мной тоже. Всех вас люблю, обожаю и до новых встреч. Пока-пока.